когда небо отвернулось от Руси. Великий голод 1601-1603 годов стал карающей десницей, которая опустилась на царство, будто бы от самого Господа. В разгар лета с неба срываются снежные хлопья, укрывая черную землю белым саваном. Лишь немногие еще верят, что это временное бедствие. Год за годом стужа убивает посевы, а закрома опустеют. Люди продают все ради куска хлеба, а затем жуют кору и траву, лишь бы дожить до утра. В отчаянной Москве, словно охваченной проклятием, голодные толпы штурмуют боярские усадьбы. И даже щедрость царя Бориса, открывшего амбары, не приносит спасения. Пустые глаза голодных в Москве, как отражение бескрайних пустых небес. Царь Борис, победитель, достойный правитель, чей триумф омрачен кровью наследника. Летописи и бродячие рассказы называют его убийцей царевича Дмитрия. Годунов, невзирая на дела, строительство, милостыню, отмену налогов, не сумел стереть тень, что преследовала его, как бы он ни пытался. Во время Великого голода слышится страшное: это кара небес за грехи Бориса. Корона, о которой он так мечтал, оборачивается терновым венцом. Подписывайтесь на телеграм-канал «Тайные истории». На этой неделе цикл о смуте, а каждую неделю новый исторический разбор. А в 1603 году по Польше идет слух о чудесном спасении царевича Дмитрия. В Брачине объявился юный человек, назвавший себя законным наследником трона. Польская шляхта, охваченная любопытством и алчностью, затаила дыхание перед его историей. Самозванец, со знанием дворцовых тайн и в сопровождении польской шляхты, в своей уверенности уже грезит русским троном, не зная, что его мечты станут предвестниками смуты. Весной 1604 года он начинает победное шествие к Москве, и Русь, истощенная, сломленная, словно сама рвется к нему в объятия. Города распахивают ворота, бояре присягают, народ встречает его как избавителя. Он раздает обещания: свобода, земли, жалования. Москва ждет в затаенном страхе. И вот 13 апреля 1605 года царь Борис умирает. Казалось, вот оно, спасение от голода и бед, но судьба предрешена. Верность Москве тает, заговоры плетутся за стенами, и юный Федор, едва взойдя на престол, уже окружен предателями. Бояре готовы продаться за призрачные обещания, и в этот хаос передают самозванцу город и власть. Скоро весь род Годуновых сметен. Федор, его мать, царица Мария, все и кончают жизнь, оставив лишь легенды о своей судьбе. Лжедмитрий I вступает на престол, принося с собой чужеземный блеск, польские танцы, католический крест. Он спит после обеда, позволяет иезуитам строить храмы. Москва, видя его невежество в русских обычаях, глухо ропщет, но пока молчит. Подписывайтесь на телеграм-канал «Тайные истории». На этой неделе цикл о смуте, а каждую неделю новый исторический разбор до 17 мая 1606 года. Заговорщики с Василием Шуйским восстают, и самозванца, бежавшего, ловят, убивают. Тело его выставляют на площади как символ неисполненного обещания. Шуйский, бывший боярин, теперь царь, но и он, со всеми своими клятвами, не удержит власть над раздираемой Россией. И вот 1607 год, холоп Иван Болотников поднимает мятеж и ведет армию бедняков к Москве. Лозунг его прост: «Свергаем бояр, да здравствует холоп». Но дворянство все еще держится, защищая свои дома, и эта война всех против всех, словно неизбежное зло, зреющее на Руси. К середине смутного времени, когда столица предает своих царей и правителей одного за другим, судьба царства решается не в Кремле, а на просторах земли русской. В Нижнем Новгороде осенью 1611 года староста Кузьма Минин призывает народ на защиту Отечества, и к нему присоединяется князь Пожарский. Битва за Москву будет долгой и кровавой, но она станет началом возрождения надежды. Февраль 1613 года. Московский земский собор избирает Михаила Романова, молодого, но крепкого и верного родине, первым царем новой династии. Начинается путь к восстановлению после долгих лет голода, предательств и смуты. Русь обретает надежду. И даже если будет нелегко, она снова восстанет, подобно горящему фениксу из пепла.